Приветствую вас, дорогие друзья! Вы на канале Realistic PES. Сезон обзоров патчей еще не подошел к своему логическому завершению, и мы продолжаем рассматривать различные модификации для 21 части Pro Evolution Soccer. Мы уже рассмотрели наш собственный патч PES Rus, также успели рассмотреть патч Virtua Red от испанских патчмейкеров, и пришло время для одного из самых глобальных патчей PES Dream. Как по мне, один из лучших бесплатных патчей для 21 части Pro Evolution Soccer. Но обо всем по порядку. По традиции, не забывайте поддерживать это видео своими лайками, друзья, поскольку это крайне важно. В комментариях делитесь своим мнением для продвижения этого ролика. Но если вы здесь впервые, то обязательно подписывайтесь на этот канал и прожимайте колокольчик для уведомлений. Итак, вкратце, что же себя представляет контент данного патча? Ну, как нетрудно догадаться, он обновляет базу данных 21 части PES на сезон 22-23. Соответственно, обновляют составы участников в различных чемпионатах. Клубы из низших лиг перешли в высшие, из высших перешли в низшие. Появились новые команды, которые перешли из чемпионатов, которых нет в игре, во вторые дивизионы. И, соответственно, изменился состав участников в Лиге Чемпионов и в Лиге Европы. Составы команд также приближены к актуальным, и, скажем так, все трансферы сделаны после закрытия трансферного окна в Европе, и даже в нашей российской премьер-лиге трансферы более-менее актуальные. Одна из отличительных черт данного патча — это его графика. И если я был восхищен графикой в патче Virtua Red, то в патче PES Dream она совершенно на новом уровне, поскольку здесь прекрасные фейсы, отличное ТВ-оформление, отличное оформление для чемпионатов, и в целом патч выглядит очень даже интересно. Касаемо фейсов было добавлено крайне много. В лишний раз складывается ощущение, что разработчики выложились по максимуму в этом вопросе, и почти у всех игроков в командах присутствуют свои реальные фейсы. Конечно, исключения есть, и у пары-тройки игроков в команде могут отсутствовать фейсы, но в большинстве команд разработчики постарались по максимуму. Чего не скажешь о российской премьер-лиге. Фейсы там тоже есть, но их крайне мало. Что же касается состава участников для нашего чемпионата и в целом графики, то все на манер прошлого сезона, кроме составов опять-таки. Да и в целом мини-фейсы у наших игроков выглядят крайне шакально, будем честны. И поскольку мы рассуждаем о графике, то стоит отметить, что мини-фейсы в этом патче достаточно халтурные. И касается это не только игроков нашего чемпионата, но и европейских тоже. Помимо всего прочего, разработчики хорошо поработали с формами, и у большинства топовых европейских клубов присутствует множество комплектов под разные чемпионаты, то есть вне зависимости от турнира, в котором участвует команда, почти для всех турниров у европейских клубов присутствуют нашивки, что в лишний раз добавляет реалистичности, но и в целом приятно для глаза. Также стоит отметить, что были добавлены новые чемпионаты в лице MLS, Мексиканской лиги и в целом разработчики из Южной Америки, а поэтому сделан соответствующий упор. Но и про европейские лиги тоже не забыли, а поэтому получается неплохой такой микстейп, когда поработали над тем и над другим, и получилось очень даже неплохо. Также в патче много различных мелких дополнений, которые также соответствуют разнообразию игрового процесса. В частности, во время матчей присутствуют интересные ракурсы камер, которые добавлены отдельной модификацией. Была добавлена новая графика для карьеры, и в целом, повторюсь, графическая составляющая этого патча только радует глаз. Однако контент контентом, но нужно поговорить и про установку, чем мы сейчас с вами и займемся. Прежде всего хочу отметить, что скорее всего, это еще точно не подтверждено, но скорее всего данный патч идет только на лицензию, поскольку на других ресурсах, где я просматривал данный патч, было множество вопросов о том, что карьера вылетает после второго сезона. Однако, проверив игру на лицензионной версии игры, карьера после второго сезона не вылетает, а поэтому выводы делайте сами. Соответственно, для установки вам понадобится чистая версия Pro Evolution Soccer 2021. Патч идет отдельно, стадионы отдельно, а поэтому качаем все, соответственно, по отдельности. Чтобы скачать патч, вам необходимо скачать 24 архива. После того, как вы скачали все 24 архива с патчем, открывайте по традиции самый первый из них. В нем будут представлены все необходимые файлы, которые вам понадобятся для установки. Две из этих трех папок важны для установки патча, а третья из них опциональная, добавляет дополнительный контент, который не составляет основную базу патча. Мы выделяем папку Download и нажимаем разархивировать. Выбираем вашу папку с игрой, указываем путь непосредственно к ней, после чего подтверждаем. И файлы из архива, из всех частей архива распаковываются в вашу папку с игрой. Также WinRAR архив попросит у вас подтверждение замены файлов, с чем вы соглашаетесь, естественно. Все то же самое делаем и со следующей папкой, а если быть точным, то с ее содержимым папки Dream Patch Cider. Выделяем все файлы, также нажимаем разархивировать и указываем ваш путь с игрой.
На этом основная установка патча подходит к концу. Остается лишь дополнительный контент, который вы можете добавлять, либо же не добавлять, исходя из своего желания и места на вашем компьютере. В частности, третья папка посвящена мини-контенту в виде обновленного газона, графики кнопок в меню и так далее. Какие папки куда кидать, расписано в этом текстовом документе. То есть вот эти две папки мы кидаем в папку Models. Папки с газоном мы уже в свою очередь кидаем в папку Live CPK. Ну и оставшиеся папки мы бросаем в папку Download. И весь желаемый вами дополнительный контент, по сути, установлен. Что же касается стадионов, поскольку они идут отдельно, я их не стал скачивать, поэтому, к сожалению, не могу продемонстрировать вам наглядно. Но если описать установку, то она выглядит следующим образом. Вам также необходимо скачать все архивы со Stadium Server, после чего просто распаковать их в папку Content, и на этом, по сути, установка стадионов для патча PS Dream и завершена. После того, как вы все установили, запускайте игру через сайдер и, пожалуйста, наслаждайтесь. Если игра не запускается с первого раза, то попробуйте еще несколько раз нажать на сайдер, потому что лично у меня игра отказалась запускаться с первого раза. Подводя итог, патч PS Dream мне понравился даже больше, чем Virtua Red, хотя я в свою очередь был впечатлен графикой, которая присутствует в патче от испанских патчмейкеров. И не будь так мной любим, мной же созданный патч PS Rus, я бы скорее всего играл на PS Dream. Даже несмотря на то, что над некоторыми лигами, например, как над нашей, постарались не совсем. Мне очень понравились фейсы, которые присутствуют в этом патче, потому что в этом патче собраны фейсы из eFootball, наиболее удачные. И в целом нет таких фейсов, которые добавлены просто чтобы их добавить. Поэтому, если перед вами возникнет вопрос, какой же патч установить, Virtua Red или же PS Dream, я отвечу, что второй. Лично он мне понравился намного больше. Ну а как считаете вы? Пишите в комментариях, какой из патчей для 21 части для вас предпочтительнее всего. Может быть PS Rus или кто-то из этой двойки. Не забывайте поддерживать это видео своими лайками, друзья, поскольку, повторюсь, именно ваша активность под роликами в виде комментариев, лайков способствует продвижению видео, а это крайне важно для развития данного канала. Если же вы здесь впервые, то, конечно же, подписывайтесь, прожимайте колокольчик для уведомлений. Ну а у меня на сегодня все. Я всех благодарю за просмотр и вашу активность. Услышимся уже очень и очень скоро, поэтому не прощаюсь.